Всем привет! Поделюсь с вами одним из опытов по окрашиванию кожи. Я его называю эффект потирования, потому что сам результат такого окрашивания, он неравномерный и напоминает именно потирование, которое используется при окраске элементов декора, вот состаривания каких-то элементов мебели и так далее. Значит, на само изделие не смотрите, это кошелек один из первых, я на нем провожу свои опыты, окрасил его этим средством. Как вы видите, очень хорошо проявляет себя на темных кожах, особенно тех, которые вот с фактурой, в данном случае это кожа корунга морской змеи. При нанесении получается углубления, они больше заполняются пигментом, а вот эти вот возвышенности, чешуйки, на них средство ложится более прозрачно и получается достаточно такое красивое неравномерное окрашивание. На гладкой коже немножко другой эффект. То есть тоже можно получить такую неравномерность. Единственное, что нужно экспериментировать уже с техниками нанесения, то есть или же кисточкой, там, спонжем. Ну, с этим нужно работать, и получится совсем другой результат. Специальных красящих средств для кожи, которые бы дали подобный эффект, я не нашел. Возможно, что-то подобное может сделать антик-паста. У них есть там различные оттенки. Может, что-то такое и получится. Единственное, что антик-паста, она, наверное, в десятки раз дороже того пигмента, который я использую. Поэтому, мне кажется, такой вот способ окраски кожи, он имеет право на жизнь. Что понадобилось для создания такого средства? В общем, главный компонент — это перламутровый пигмент бронза. Есть еще, насколько я понял, серебро и золото. Используют его, значит, для добавления в художественной краски, в краски для боди-арта. Скорее всего, для того, чтобы конечное покрытие оно было таким мерцающим, с блестками. Значит, сам пигмент, он похож на муку, такой порошкообразный. Вот я нашел его в такой таре. Возможно, есть другие, точно не скажу. И этот пигмент я смешал с закрепительным лаком для краски. Смешивал еще с апритурой и с краской на водной основе для кожи. Значит, краска изначально мне не понравился эффект, который получается. Лак и апритура — это лучший результат, который получился при таком вот смешивании. По пропорциям смешивания сказать ничего не могу, потому что все познается методом проб и ошибок. Можно добавить больше пигмента, тогда цвет будет более такой плотный, насыщенный, можно меньше, и тогда будет сам слой нанесенной краски, он будет более прозрачный. В моем случае где-то 100 мг этого лака и пятая часть этого пузырька с пигментом дают вот такой вот слой при окрашивании. Можно нанести второй слой, тогда пигмент ляжет плотнее. Можно как-то окрашивать, допустим, чем-то другим. Тоже оно будет менее равномерно наноситься. Здесь уже все зависит от того, какое решение вы примете при работе. Закончил чехол для планшета. То есть это последнее изделие, где я использовал подобное окрашивание. Захотелось дополнить мне вот этот элемент конча какой-то окраской.
которая всмахивала тоже под металл. Нанес кисточкой вот так вот неравномерно лак с пигментом. Чем именно нравится вот апритура или лак с пигментом, они сами по себе создают прозрачную пленку, и тогда через вот этот слой самого окрашивания еще видно под низом тот цвет краски кожи, на которую вот мы наносим. И оно получается такое, в общем, неравномерно, мне очень нравится. Окрасил по всему контуру. И потом уже дал высохнуть и сверху покрыл апритурой. Так что не бойтесь экспериментировать, не бойтесь пробовать что-то новое. Возможно, уже кто-то использует какие-то свои там рецепты. Делитесь в комментариях, сбрасывайте ссылки на фото, видео. Подобная информация будет полезна всем, я уверен. Иногда хочется выйти за рамки и сделать что-то такое особенное, интересное. И подобные приемы как бы в этом нам могут помочь. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.